Всем доброго дня. Итак, друзья мои, поскольку у меня нет сейчас времени добраться до алтаря, у меня очень много накопилось дел, огромное количество, и вчера день отчетов, я сейчас сижу, все это перебираю, ну и по консультации очень много нужно пока ответить. Да вообще много дел. Мне пока, честно говоря, просто не до алтаря. Но я думаю, что я столько вам дарила и показывала, и столько вы видели у меня красивые оформленные алтари, что и столько еще увидите, не вижу в этом трагедии. Вот покажу вам заодно эту красоту. Вот прям сижу, и напротив лес. 2 шага. Ну, 3. Смотрю на эту всю красоту, природный эфир, вдыхаю и решила вам подарить, точнее, перебирала свои книги теней и увидела в архиве моем еще один ритуал, который я еще не дарила. Их вообще много, честно говоря, но некоторые прям хочется вот сейчас подарить. Такое время, когда деньги решают многое. Вообще во все времена деньги решали многое. В Османской империи была такая султанша Фатме. Фатме, так и называли ее. Она была привезенная по разным источникам из Сербии. Кто-то говорит, что она была албанка. Ну, это не важно. Важно то, что она решила, что ее сын будет править, и она будет валидой султан. Не будем судить этих людей строго, потому что невольничьи рынки, люди, продаваемые там, сломленные судьбы. У них единственная была цель выжить любой ценой. Я, к слову, о деньгах, что деньги очень многое решают. Она забеременела, но вместе с ней забеременела еще другая фаворитка. И практически, собственно говоря, уже роды подходили к моменту начинания. Каждый из них очень-очень хотела родить первое, причем родить сына. Потому что даже на несколько минут рожденный первый ребенок считался наследником. Остальных вы знаете, какая участь постигала по законам Фатыха. Их не оставляли в живых. И тщеславная Фатме, конечно же, не могла пережить такое. И она, накопив огромное количество денег, огромное, потому что там нужно было подкупить просто сотни слуг, она подготовилась очень тщательно к этому дню, подкупила слуг, и когда ребенок родился, а родился мальчик, они подменили ребенка. То есть заранее уже был готовый купленный ребенок у какой-то бедной семьи, девочка. Они подменили ребенка, а того ребенка не стало. И она родила сына, который стал наследником, и она, естественно, стала валидой султан. А об этом узнали только после смерти ее и смерти мужа. Это, к слову, о том, что деньги в нашем мире очень многое решают. Не было бы у нее денег, не смогла бы она ничего сделать и никого подкупить. Следовательно, не стала бы валидой султан, потом ее сына по закону Фатыха не стало бы. Хороший поступок или плохой мы судить не будем. Говорю еще раз, времена были очень страшные. Может, она этого ребенка куда-то отдала, просто от греха подальше сказала, якобы его уже нет. Кто его знает. Поэтому не будем судить эту женщину. Но скажем, что в этом мире даже правление султанов зависело от того, насколько их матери сильные, хитрые, умные и насколько у них много денег, чтобы подкупить стражников. Я к тому, что деньги нам всегда нужны. Если некоторым для злых умыслов. Вы знаете, злых, добрых, это так, условное разделение. Иногда кажется нам, что это зло, но потом оказывается, что это была замечательная вещь, очень даже добрая.
Вот, например, в 2018 году, если бы в Армении разогнали тогда этот митинг жестко и жестоко, то сегодня мы бы не получили столько погубленных жизней, столько проданной родины. Вот. Было бы зло, может быть, но это зло было бы в добро. Поэтому судить не будем, где зло, где добро. Сейчас о деньгах речь. Итак, дорогие друзья, с медом связаны заговоры, ритуалы. Почему они такие рабочие, такие сильные? Мед собирается из сотни тысяч цветов, если не больше. Цветы, пыльца, они содержат в себе силу земли. Почему воском, выливает, почему восковые свечи имеют определенную силу, особенно черный воск? Потому что это все сила земли, энергия земли. То есть быстро распространяется, она быстро срабатывает, потому как в ней энергия земли. То есть она уходит, точно так же уходит в пространство. Усиливается, уходит в пространство и сбывается очень быстро. Кроме всего прочего, такой метод относится к деревенской магии, которая была самой сильной. И есть самой сильной. И очень многие мои работы, основа этих работ – деревенская магия. Это самое проверенное, действенное. Тысячелетиями ведьмы жили на природе, в селениях. Они знали язык природы, они понимали язык мироздания, вода, болотные гиблые места, лес, сила леса, дороги, перекрестки и так далее. То есть все это использовалось по назначению для добрых или злых целей, неважно, но в любом случае это все работало. Итак, поскольку не всегда у людей есть время и возможность, например, подготовить алтарь, а алтарь иногда нужно делать, не иногда, а часто нужно делать все-таки ритуалы, потому что ритуальная часть магии, она очень важна. Ты укрепляешь свою силу силами мироздания, с тонким миром. И в основном силы удачи любят, когда их принимают, их чествуют именно алтарями, жертвами, благодарностями и так далее. Это закрепляет просто твою, связь. А между делом, когда особо нет времени, можно начитывать заговоры. Они не менее сильны, чем ритуалы и рабочие. Например, очень много хвалят люди 4 менялы, да, дед Хабар, у нас дед Сидор. Огромное количество работ сейчас не перечислить. Они все очень рабочие, очень быстро срабатывают, очень быстрый результат дают и так далее. Особенно для людей, которые занимаются своим делом. Теперь, в этом ритуале, то есть это один из вариантов ритуалов с медом. Я уже такие ритуалы вам давала, и заговоры в том числе. Но один из вариантов. Вы можете это провести на рабочем месте, можете провести дома. И даже если у вас квартира. Но рассчитывайте так, чтобы... то есть вам нужно взять стакан, налить туда теплой воды, чтобы мед растворился. Растворить там ложку меда. Пол-ложки пускай. Те, которые говорят, что у них аллергия на мед и как делать, не делаем. Никаких других вариантов нет. Вместо меда уксус нельзя растворять. Все. Если вы чувствуете, что вот этот продукт вам нельзя, или есть в ритуалах, например, нужно выпить там или пригубить вино, и вам нельзя, и так далее, все, значит, вы берете другой ритуал. Не спрашивайте, а как быть, если мне нельзя этот продукт? Нельзя, не берете, не проводите с этим медом ритуал. Все. Берете ложку меда, чайную, естественно. Можете и большую взять, но просто я не думаю, что вы сможете осилить такую сладость. Чайную ложку меда, стакан воды. Возьмите с расчетом столько, сколько вам хочется. 100 грамм, может, 200 грамм. Растворяйте там мед. Начитывайте сверху 6 раз. Пьете основную часть, этой сладкой воды. И малую часть выливайте за порог. Если у вас частный дом, за
сейчас за ворота. Если у вас квартира, значит, открывайте дверь, выливайте за порог. Ну, пускай там коврик постелите, чтобы на коврик это все вылилось, собственно говоря. И у вас от клиентов не будет отбоя. Ведьмы не называют людей клиентами, но поскольку я дарю ритуал для простых людей, то здесь называются клиенты. Ну, в принципе, если это прочитают ведьмы, естественно, у них точно так же придут люди, но не клиенты. Клиенты, у ведьм нет клиентов. Клиент от слова, знаете, клиент всегда прав, оказываем услуги, а мы услуги не оказываем, мы никому не служим. Мы помогаем, если хотим помочь. Мы не принадлежим никому, и в данном случае клиент никогда не может быть прав, потому что человек, приходящий к ведьме, знать не знает, как она будет колдовать, что она будет делать, чтобы указывать, как и что. Это не трусы покупать, которые тебе не понравились, цвет или там они некачественные, ты их вернула. Понимаете? Вот о чем речь. Здесь немножко более такой тонкий мир, и никогда нельзя себя ставить на уровень, скажем, продавца или предлагателя каких-то услуг. Услуга – это слово «служить». Никто из ведьм никому никогда не служит, даже своим близким. Итак, начнем. Читается 6 раз. Я прочитаю несколько раз, вы читайте 6 раз. Растворяйте, значит, в теплой воде мед. Прочитали, выпили и немного оставляйте, выливайте за порог. Все. В магазине можете это сделать. Пришли на работу, вот от продаж зависит, значит, ваша зарплата. Или, может, вы сайтами занимаетесь, может, у вас, скажем, все в компьютере, да, у вас интернет-магазин или канал, вы через интернет продаете. Неважно. Начитайте и вылейте за порог. Точно так же. Я вам хочу сказать, что даже такое время, когда люди не могут там из других стран отправлять деньги, они найдут выход, отправят вам. Если раньше могли махнуть рукой и сказать, ну ладно, потом куплю, сейчас они будут делать все возможное, чтобы каким-то образом найти людей, через кого-то отправить эту плату и попросить вашей помощи. Собственно говоря, вот так. Итак, заговор. Но я вам напоминаю еще раз. Такие заговоры нужно обновлять. Их нужно читать каждый день. Потому что они не надолго. То есть они на сегодня. Вот сегодня прочитали, сегодня к вам пришли эти люди. Завтра прочитали, завтра пришли. Ну, понятное дело, что некоторые придут, и в течение нескольких дней там вы будете отправлять и так далее. Я не говорю, что они сегодня пришли, завтра убегут. Нет. Но такие работы, в отличие от ритуалов, они требуют обновлений. Постоянно нужно читать. И вы просто будете ошарашены результатом. Я вот недавно дарила ритуал на грузинском, на мед. Ну, похожий ритуал, чем-то похожий. Хотя отличия есть. Ну, и есть несколько у меня работ, именно связанных с медом, призывать деньги на мед. Работает очень-очень быстро. Природная магия, деревенская магия, она самая сильная. Начнем. Шла я, шла. Горшочек меда нашла. Мед сей денежным богом оставлен. Да с медом и свиток подарен. А там слова написаны. Те слова мудрые, те слова великие, древние да могучие. Слова те читаю, да клиентов призываю. Как на мед пчелы слетаются, как на мед муравьи сбегаются, так на торговых людей купцы приходите. А ко мне клиенты пожалуйте. Клиенты денежные, приходите с поклоном, с деньгами да с дарами. Мне ваши деньги, вам мой товар. Вы довольны, а я богата. Ключ, замок, язык, заклято. Хочу объяснить, что следовать естественно, если это читает мужчина, он говорит, шел я шел. Шла я шла, горшочек меда нашла. Мед сей денежным богом оставлен. Да с медом и свиток подарен. А там слова написаны, те слова мудрые, те слова великие, древние да могучие. Слова те читаю, да клиентов призываю. Как на мед пчелы слетаются, как на мед муравьи сбегаются, так на торговых людей купцы приходите. А ко мне клиенты пожалуйте. Клиенты денежные,
Приходите с поклоном, с деньгами да с дарами. Мне вам ваши деньги, вам мой товар. Вы довольны, а я богата. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Шла я, шла, горшочек меда нашла. Мед сей денежным богом оставлен. Да с медом и свиток подарен. А там слова написаны, те слова мудрые, те слова великие, древние, да могучие. Слова те читаю, да клиентов призываю. Как на мед пчелы слетаются, да как на мед муравьи сбегаются, так на торговых людей, купцы, приходите. А ко мне клиенты пожалуйте, клиенты денежные, приходите с поклоном, с деньгами да с дарами. Мне ваши деньги, вам мой товар. Вы довольны, а я богата. Ключ, замок, язык. Заклято. Вам нужно читать 6 раз. И в этот день у вас обязательно будут покупки. Ну, смотря чем вы занимаетесь. Может, маникюром, значит, запишутся заранее на целую неделю. Не знаю, если у вас там доставка. Между прочим, хочу вам объяснить, что если это читает один человек в семье, то все, кто работает, ну вот работает на себя или у кого есть дополнительный заработок, да и те, которые на бюджете, им тоже дают какие-то подработки и все прочее. Но если в семье хоть один человек читает заговоры на деньги, то в семье все, кто работает, у них у всех очень много заказов, и у них у всех постоянные деньги, постоянная работа. Просто нет отбоя от тех же клиентов. Да, там клиенты. Это уже не раз проверено, поэтому не обязательно даже, чтобы ваш сын, муж, сноха или кто-то еще читал. Вы читайте для семьи. Не надо за всех говорить имена. Нет, вот читайте для себя. Вы же выливаете за порог, вы же вместе живете в этом доме, ну или вы связаны кровным родством. И вы заметите, что у них у всех будет полно работы. Просто вот некогда присесть. Я знаю такой случай, когда я подобный ритуал дала женщине, у которой там муж работал в доставке. И, в общем, не было очень долго, не было никого, почему-то вот не заказывали. Все время как-то так сидели они без дела целый месяц. И когда я отдала этот заговор, она говорит: знаете, я, говорит, не говорю им всем, они не знают, но у меня муж говорит: слушай, у нас мужики в таком состоянии, говорит, слушай, никто не наколдовал на нас, прям как из ведра изобилия, извиняюсь, рога. Но они сказали из ведра, поэтому я повторю, что вот столько народу, как будто где они вообще прятались до этого времени. Друзья мои, вы попросите, и эта сила, эта энергия притянет людей. Вы не думайте о том, как это случится. Это не ваша забота. Вы попросите и отойдите в сторону. И они сами вам приведут. Вот вам еще одна работа, как я говорю, для ленивых. И очень быстро срабатывает. Но если ваши дети и муж будут проводить, это вообще замечательно. Тогда достаток в семье во много раз возрастет. Но если нет, проведите вы. В любом случае этот достаток будет. У них не будет, скажем, нехватки в деньгах и нехватки в заказах, в клиентах и все прочее. Удачи вам и всех благ.